Будь мужиком, штаны снять не успел, и все уже случилось. Насколько ее это испугает, этот выпавший ей шанс? Или все-таки она... Добрый вечер, дорогие друзья. Я вас рад приветствовать на своем канале. Добро пожаловать. Ну что, давайте знакомиться с нашей новой картой. Это снова туз. На этот раз туз жезлов. Абсолютно такой мужской, энергичный, огненный, зажигательный. В классике с таким недвусмысленным намеком на мужское начало, которое в книге Франсуа Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль» просто в полный рост становится. И в этой карте мы сейчас будем как раз об этом с вами и узнавать. Но вначале хотел бы обратить ваше внимание. Тузы — это всегда начало масти, это всегда знамя некое, то, что показывает, о чем в целом говорит вся стихия. И это, в отличие от предыдущей лекции, от предыдущей карты, туз кубков, абсолютно мужская яньская энергия. Энергия, которая заставляет двигаться вперед. Она, в отличие от туза кубков, не принимающая, а дающая. Но, поскольку здесь изображен не персонаж, снова-таки возникает вопрос, а как эту карту читать в нетипичных раскладах, где не стоит вопрос «да» или «нет», и карта выпадает прямой или перевернутой. А когда она должна ответить на какой-то вполне конкретный вопрос, что тогда делать? Для этого я и предлагаю вам мой метод подачи информации, чтобы создать у вас большой такой обширный образ относительно каждой карты, собрать максимум полезной информации, которая раскрывает ее полнее с разных сторон, для того, чтобы когда эта карта выпадает, вам не держать в голове список каких-то значений и выбирать нужное, запоминая, что же там кроется за этим словом. У вас есть некая история, у вас есть сюжет, и вы, понимая, о чем этот сюжет, что он в целом и общем означает, просто самостоятельно покопавшись в голове, приняв какое-то логическое решение, понимаете, на что эта карта может ответить вот прям в вашем каком-то конкретном случае. Задача — создать большой, обширный образ. Давайте этим и будем заниматься. Но сперва посмотрим на гравюру, как она выглядит в оригинале. Не то, что на карте изображено, а в общем и целом. Смотрите, почти вся она попадает у нас в поле зрения на карту, но обрезанные края, вот эти полукруглые, дают нам яснее понять, что это изображена на карте не какая-то колонна, а это бутылка вот такой вот необычной формы. Потому и лекция наша сегодняшняя называется «Оракул бутылки». И теперь, глядя на гравюру, становится понятно, что это бутылечек с неким содержимым. Здесь видно и ангелов, здесь видно и демонов. Кто-то кого-то отгоняет, кто-то с кем-то борется. Я думаю, что здесь такой явственный намек на то, что мы с вами дуальные личности. У нас есть наше светлое, стремящееся к небесам хорошее, и что-то темное, тянущее нас вниз к нашим низменным желаниям. Истина, как всегда, где-то посередине. Давайте читать книгу. Я, дабы не утомлять вас, буду читать отрывками те только части, которые нам будут раскрывать сегодняшний смысл карты. Мы с вами продвинулись очень недалеко относительно событий, связанных у нас и описанных в тузе кубков. Наши ребята, помните, там попробовали из фонтана, все попробовали вот эту замечательную водичку, которую они представляли каждый со своим вкусом, и это, оказывается, вино. Здесь же наша жрица Бакбук спрашивает: после того, как все эти речи и возлияния были окончены, Бакбук спросила: кто из вас желает услышать слово божественной бутылки?
«Я, — отвечал Панурк, — ваша покорная вороночка». «Друг мой, — сказала она, — я дам вам только одно наставление. Когда подойдете к оракулу, старайтесь слушать его одним ухом». «В наших краях вино бывает одноухое, — вставил брат Жан. Затем Бакбук надела на Панурга накидку, красивую белую шапочку, нацепила ему Гиппократов рукав, на конце которого вместо кисточки красовались булавочки, и ряд еще иных приготовлений. Словом сказать, я полагаю, что ни Нума Помпилий, второй царь римский, ни жители этрусского города Церы, ни святой вождь иудейский не прибегали к стольким церемониям, сколько мне довелось видеть в тот день. Вырядив Панурга таким образом, Бакбук увела его от нас направо через золотую дверь за пределы храма в круглую часовню. Посреди часовни находился фонтан из лучшего алебастра семигранной формы, необычайно тонкой работы, снабженной особой системой клапанов, и наполнен он был водою, такую прозрачную, какою эта стихия верно была лишь в первозданном своем состоянии, а в воду была наполовину погружена бутылка, облаченная в прекрасный чистый хрусталь и имевшая овальную форму. Вот только края выступали у нее чуть-чуть заметнее, чем это позволяет означенная форма. Это было только что описание самой этой бутылки, плавающей в фонтане. Это и есть оракул бутылки. Далее доблестная жрица Бакбук велела Панургу пасть на колени и поцеловать край фонтана. Затем стала нашептывать ему на одно ухо слова, которые он должен был повторять в виде некой песенки заклинания, которую мы читать не будем, и мы ее пропускаем. Когда песня была спета, Бакбук что-то бросила в фонтан, и вода внезапно забурлила, как в большом бургельском котле в праздник жезлов. Панург молча слушал одним ухом. Вдруг в священной бутылке послышался шум, как от пчел. И тогда послышалось слово «Тринг». «Истинный бог, она разбилась, или уж по меньшей мере треснула!» — вскричал Панург. «Так в наших краях разговаривают хрустальные бутылки, когда лопаются от огня». При этих словах Бакбук встала с колен и ласковым движением, взяв Панурга под руку, сказала: «Друг мой, возблагодарите небо. Это ваш прямой долг, ведь вы сразу услыхали слово божественной бутылки. Да еще такое веселое, такое мудрое, такое определенное слово, какого я от нее не слыхала за все время службы у Пресвятого ее оракула. Встаньте, мы с вами сейчас пойдем и раскроем соответствующую главу, в глоссах которой истолковано это прекрасное слово». «Ради бога, я не враг себе!» — воскликнул Панург. «Скажите, где же эта книга? Укажите мне, где же эта глава? Давайте скорее посмотрим эту веселую глоссу». Далее Бакбук что-то бросает в фонтан, чтобы кипение воды внезапно прекратилось. Она его отводит в храм, берет оттуда там в храме маленькую книжечку, и суть состоит в том, что ему теперь нужно эту книжечку не прочесть, как у вас, она говорит, все ваши философы слово получают глазами или ушами, они его слышат, а его нужно выпить. Она эту книжечку серебряную бросает, казалось бы, вначале в воду, а потом оказывается, что это бутылка фалернского вина, и Бакбук велела Панургу осушить ее единым духом. «Изрядная глава, поразительно верная глосса!» — воскликнул Панург. «И это все, что хотела сказать преблагословенная бутылка?»
«Все», — отвечала Бакбук, «ибо слово «тринг», коим руководствуются все оракулы, известно и понятно всем народам, и означает оно «пей». Мы здесь придерживаемся того мнения, что не способность смеяться, а способность пить составляет отличительное свойство человека. И не просто пить все подряд, это умеют и животные. Нет, я разумею доброе холодное вино. Заметьте, друзья, вино нам дано, чтобы мы становились как боги. Оно обладает самыми удивительными и убедительными доводами, наиболее совершенными пророческим даром. Ваши академики, доказывая, что слово «вино» по-гречески происходит от «вис», что значит «сила», «могущество», только подтверждают мою мысль, ибо вину дарована власть наполнять душу истиной, знанием и любомудрием. Если вы обратили внимание на то, что ионическими буквами начертано на дверях храма, то вам должно быть ясно, что истина сокрыта в вине. Там так и красовалось. На дверях истина сокрыта в вине. Божественная бутылка вас к нему и отсылает, а уж вы теперь сами удостоверьтесь, насколько она права. «Лучше этой досточтимой жрицы не скажешь», — заметил Пантагриэль. «Ведь и я сказал вам то же самое, когда вы впервые со мной об этом заговорили. Ну что же, Тринг, что подсказывает вам сердце?» Вакхическим охваченное восторгом. И Панурк говорит: «Тринкнем! О, добрый Бахус! В честь твою я тринкну, в чарку разопью. Ха-ха! Хо-хо! Недолог срок, и снова будет тверд, как рог. Привесок нерадивый мой, теперь я верю всей душой, что, воротясь в наш край опять, отцом смогу я тотчас стать, что мне женитьба суждена, что попадется мне жена, с которой буду я охоч в любовный бой вступать всю ночь. Предвижу я, что распашу не раз мой сад и орошу его обильно, ибо я примером стану вам, мужья. Я буду лучшим из мужей. Хвала тебе, о Гименей, супружеству хвала и честь. Брат Жан, готов теперь принесть я клятву всем, кто пожелает, что сей оракул обладает непогрешимо вещим даром. Что мы с вами должны понять из того, что мы только что прочли? Казалось бы, с одной стороны, это в большей степени касается, коль мы говорим о принятии жидкости вовнутрь, туза кубков. Помните из прошлой лекции? Способность поглощать в себя, принимать, это принимающая женская ипостась и сторона, чтобы затем отдать. У нас как будто бы здесь объединение двух этих стихий. С одной стороны, Панурк принимает эту влагу живительную вовнутрь себя, а с другой стороны просыпается в нем его мужское начало, его нутро, которое всегда его тянуло на подвиги. Почему наши друзья здесь оказались в конце концов? Потому что они были движимы желанием Панурга жениться, обладать женщиной, быть с ней, продолжать свое потомство, рожать детей. И когда он выпивает этот напиток, когда он выпивает слово, это слово «тринг», он выпил. Он начинает говорить в рифмой, и в нем вмиг просыпается его мужское начало, и приходит прозрение. Он теперь напрочь отметает все сомнения, он теперь становится магом, он становится Гермесом Трисмегистом, ему теперь никакие сомнения не страшны, он твердо уверен, куда ему идти. Теперь дорога только обратно домой, поскорее взять себе законную супругу и
наслаждаться с ней любовью до конца дней своих. Он в красочных эпитетах говорит о том, что он этот сад не раз оросит живительной влагой, он не раз распашет это поле. Все это иносказательно нам говорит о том, что он будет заниматься посадкой урожая. А что люди могут выращивать в своем саду? Да, других людей. И речь именно об этом. Вот так вот поэтическим таким языком Франсуа Рабле говорит в буквальном смысле о половом акте, который в будущем Панурк не раз совершит со своей законной супругой. Давайте теперь мы перейдем с вами к более глубинному разбору этой карты и классической, и параллельно вот этой, которая у нас представлена в колоде Лос Карабео Гюстава Нере. Будем их сопоставлять, будем их обсуждать, и еще, может быть, не раз мы с вами вернемся к книге. В общем и целом, глядя на сам туз, на уровне физиологии тузу жезлов соответствует этап рождения идеи, ее зародыш, в буквальном и в переносном смысле. В буквальном, коль мы говорим о том, что это мужское начало, это огненная стихия, это движение вперед, то, если хотите, это некий такой архетип мужского семени, которое дает жизнь. Помните, в прошлой лекции я говорил о том, что принимающая иньская энергия туза кубков, она принимает в себя, как большая яйцеклетка, мужское семя, чтобы потом вернуть это в виде новорожденного младенца. Здесь туз, который как раз и дает это самое семя, дает жизнь этому зародышу. Он мощным пламенем выстреливает вперед для того, чтобы расширить пределы своих владений. Природа, она постоянно растет, она постоянно расширяется. Но это невозможно было бы без вот этого самого движения, без зародыша, без огня, который движет все вперед. Туз сообщает, что новые возможности и неожиданные события на подходе и советует не бояться поворотов судьбы. Глядя на классическую карту Уэйта, мы здесь обращаем внимание, что есть рука, появившаяся из облака, которая держит символ масти, держит туз. Это рука, если хотите, абсолюта, рука судьбы, Божьего провидения, кармы, чего угодно, чего-то необъяснимого, того, что дается нам извне свыше и, как правило, не является результатом наших собственных усилий. Мы могли бы к этому идти, но, как правило, это некий шанс, как и в прошлый раз с тузом кубков, который нам предлагается. И от нас с вами зависит, насколько мы этим шансом воспользуемся и во что мы его разовьем далее. Но этот туз предвещает, что появляются новые возможности. Какие-то неожиданные события, их не стоит страшиться, стоит как Панурк распахнуть навстречу им самого себя и с радостью, гордостью и предвкушением чего-то нового погрузиться в них. Эта карта, когда выпадает в общем раскладе, усиливает энергию всего расклада и, соответственно, может придать более яркий окрас как в одну, так и в другую сторону. О чем речь? Если рядом в выпавшем раскладе соседние карты негативные, то такой туз лишь усилит действие таких карт. Он лишь покажет, что этот фитиль, который горит, может разорвать все вокруг негативное. И наоборот, если вокруг карты позитивные, такой туз лишь только подтвердит и усилит действие этих карт в их положительном значении. Это если в общем и целом. Туз дается просто так, как дар, как шанс. От нас с вами зависит только, воспользуемся мы им или нет. Но здесь уже, в отличие от туза кубков, прообраз которой была карта высшая жрица, такая вот спокойная, наблюдающая за этим миром, постигающая законы мироздания, как что между собой связано и функционирует. В
противовес туз жезлов – это наш активный маг, который видит цель, не видит препятствий, и он рвется к этой цели вперед, как Панург, который вместе со своей командой, с друзьями, они весь земной шар, можно сказать, известный на то время, обогнули для того, чтобы добраться до самых глубин к оракулу бутылки и получить ответы на свои вопросы. Саморазвитие. Давайте поговорим теперь, как эта карта может отыграться в 4 стихиях, в 4 сферах нашей жизни. Саморазвитие – это что-то на уровне ментального нашего тела, на уровне мыслей наших. Это стихия воздух, это мечи. Туз жезлов говорит о реальной возможности вдохновиться каким-то делом, жить в особой энергетике повышенного уровня. И можно сказать, что все путешествие наших ребят проходило вот глобально с точки А, когда они выдвинулись из города своего, в точку Б, когда они приплыли к оракулу бутылки. Все это путешествие проходило под знаком туза жезлов. Они постоянно двигались вперед, что бы с ним ни случалось, на каком бы острове они ни оказывались, порой связанные как 8 мечей. В целом, все их путешествие – это был огонь поедающий, который заставлял их двигаться вперед постоянно, двигаться к своей цели. Что может означать эта карта? Вот один из вариантов – появление какой-то будоражащей идеи. Возникла идея у Панурга? Возникла. Какая идея? Убедиться, найти ответ на вопрос, будет жена наставлять ему рога или будет ему верна. Стоит ему жениться или нет, в принципе, он и так знал. У него были страхи, которые ему стоило развеять и рассеять. То есть появилась какая-то будоражащая идея, а не махнуть ли нам к оракулу бутылки за 3-9 земель? Второе. Это воля, решимость бороться в случае необходимости. Вторая важная составляющая из 3 по тузу. Появляется воля, появляется стремление. Неважно, что будет с нами происходить, в какие шторма, бури мы будем попадать, с какими бы мы страшными персонажами не встречались на этих островах, наша воля, наша решимость, наше мужское движение, оно будет заставлять нас идти вперед. И третья составляющая туза жезлов, как финал, как завершение, это ощущение триумфа, торжества и победы. То, о чем мы только что прочитали с вами. Если хотите, мы можем весь туз жезлов разделить на 3 этапа, как вот завязка, кульминация и развязка, или начало, середина и конец. Так вот, завязка была то, что возникает идея, кульминация, они постоянно к этой идее движутся, путем того, что есть воля, есть храбрость, есть такое мужское начало мощное. И третье, триумф, ты стоишь на пьедестале, ты лидер, ты победитель, ты взял то, к чему шел, ты получил ответ, который тебя совершенно полностью устроил, и теперь ты готов к новым совершениям, к новым жизненным открытиям. Этот туз, в отличие от кубка с водой, не станет ждать, он полон готовности выпустить все свое пламя наружу. Карьера. Что, но огонь в карьере как раз именно то, что заставляет нас двигаться вперед, подниматься по ступенькам все выше, выше и выше, достигая самых-самых-самых высот. Именно огонь, двигатель прогресса. Если хотите, именно люди огня, как образно можно сказать, вращают Землю своими шагами. Они так мощно отталкиваются от нашей планеты, что заставляют ее крутиться все быстрее и быстрее. Карьера. Вдохновляющее начало нового делового предприятия. Было вдохновляющее начало у Панурга, когда он вздумал плыть за 3-9 земель, чтобы узнать ответ. Да, было. Это и было начало нового предприятия. Рассмотрите это как нечто рабочее, как новый какой-то проект на работе. Новую фирму, которую нужно открыть, новое предприятие, которое создать, новый договор. Вот это все. Вдохновляющее начало. Это огонь, который внутри так у тебя фонтанирует, что заставляет тебя
крушить все на своем пути. Это хорошие идеи, толковые планы, удачные обстоятельства. Снова-таки мы видим, что складывается все вокруг таким образом, что грех этим не воспользоваться. Эта рука, появляющаяся как бы из ниоткуда, ты не можешь ее не заметить. Она полыхает этим ярким пламенем горящего жезла в темноте. Твоя задача только не испугаться, будь мужиком, берешь этот жезл в руки и вперед к великим делам и свершениям. Это может быть новый успешный бизнес. Абсолютно выпавшая в раскладе карта среди равных прочих может говорить о том, что человек тебе все улыбнется. Бери, действуй, все получится, все в твоих руках. Выгодные поездки. Коль мы говорим о командировках, мы говорим о работе, о продвижении, вот оно. Рост по карьерной лестнице, продвижение по службе также может говорить об этом. Особенно, когда выпадает такая карта в виде шанса, все так сложилось вокруг тебя, что... Помните, туз мы с вами разделили на 3 этапа. Это идея, это, собственно, сами действия активные, воля, наша решимость. И третий – триумф. Это может означать третий этап – триумф. Вы теперь стоите на пьедестале, вы теперь победитель, вы теперь лидер, и на вас можно теперь равняться. Этот туз может знаменовать также и такое важное событие в вашей жизни. Человек отдается своей профессии, своему делу со всем жаром. Человек раскрывает свой потенциал на полную мощность. Сидел бы Панурк со своими друзьями в городе, наслаждаясь деньками благоденствия, и все было бы чинно, благородно, тихо, мирно и спокойно. Но нет, это не по-мужски. По-мужски это рвануться навстречу приключениям, навстречу чему-то новому. Вот человек в профессии отдается полностью. Он не думает порой, может быть, о последствиях, но это скорее больше в таком негативном, перевернутом значении. Но все же этот жар, этот огонь, он заставляет человека раскрывать свой потенциал в процессе на полную мощность. Помните Панур, который спускался по ступенькам и кричал: «Мне страшно! Вернемся на поверхность!» Но переборол же свой страх. Ну, спустился, и таких случаев на протяжении книги было большое множество. Ни один из них не заставил ни Панурга, ни друзей вернуться обратно домой. Они дошли до финальной точки. Они получили то, что хотели. Поэтому в карьере это человек, который отдается своей профессии. Если нужно вытащить характеристику, предположим, начальник отдела или глава предприятия фирмы нанимает на работу нового сотрудника, просит вас охарактеризовать его, и выпадает такая карта, вы ему говорите: так это же ваш будет Панурк, да он вас потащит в такие дальние дали, он доведет ваш отдел, ваше предприятие, либо ваш проект до совершенно новых уровней и высот. Вы только доверьтесь ему, помогайте, будьте с ним заодно, не бойтесь раскрыться ему. Он поведет, он лидер, он огонь поедающий. А результатом, скорее всего, станет заслуженный триумф. Человек поднимется на цифру 1, ему вручат золотую медаль, он будет лидером особенным. Это будет заслуженно. Если мы говорим о финансах, сфера пентаклей, вот глядя на эту карту, что бы вы сказали? Есть здесь деньги или нет в этой карте? Опять-таки, напрямую нет. Нет здесь денег. Но мы понимаем, что это деньги могут быть как последствия от решительности человека, от того, что он не испугался, двинулся вперед, что он дошел до каких-то высот, он преодолел препятствия, и фоном идут деньги. Потому что так наш мир устроен, если мы говорим о сфере карьеры, бизнеса, и человек там вкладывается, непременно он получает дивиденды в виде побочного эффекта, так сказать. Обычно туз жезлов подразумевает финансовое благополучие как результат
карьерных успехов. Что посеешь, то и пожнешь. Посеешь ветер, пожнешь бурю. Да, это негативная пословица, но если взять с нее позитивный смысл, то вы понимаете, что если ты посеешь усердные усилия, движение вперед, то ты пожнешь потом выхлоп, выгоду в виде буквальных денег, приятно звенящих в кармане, шуршащих в кошельке или на банковском счете в виде большого ряда нулей. А что вы скажете насчет туза во взаимоотношениях? О чем она говорит? Такая однозначно неоднозначная карта, я бы сказал. Он, конечно, скорее всего, с собой знаменует такие плотские, страстные отношения. Я считаю, что это как логичное дополнение туза кубков, не противовес ему, а именно дополнение. Они в нашем физическом мире друг без друга существовать не могут. Когда загорается лампочка блым у девушки и напротив такая же блым у мужчины, и они понимают, что вот они нашли друг друга, что-то между ними происходит, энергия какая-то, искры, воздух рассекают. Между ними возникает в первую очередь туз кубков, эмоций. На эмоциональном уровне люди сошлись. Мы с вами состоим, если так вот попросту говоря, разделить наше «я» на две части, то это будет физическое тело и что-то внутри, что-то такое необъяснимое и непонятное. Что-то, что можно обидеть и ранить, задеть чьи-то чувства, но что может раскрываться, что может любить и фонтанировать этой любовью наружу. Так вот, возникает именно вот это в первую очередь ощущение. А потом мы, обладая нашими физическими телами, неизбежно хотим наш туз кубка вылить во что-то конкретное, во что-то явное. Это страсть, это желание обладать, отдавать и получать на чисто физическом уровне, на таком мужском. Недаром здесь изображен фаллический символ. Этот жезл в классической карте, он так и выглядит, недвусмысленно намекая на то, что это мужская карта. Потенциал здесь заключен в этой карте просто огромный. Вспомните этот стих Панурга, как он его зачитывал, что он будет делать со своей женой, когда он вернется домой. Как так вот завуалировано в ярких эротических картинках и образах Франсуа Рабле расписал через уста Панурга, что они будут вытворять со своей женой по ночам. Туз жезлов обещает пылкую интимную встречу, страстное свидание, бурную ночь. Предположим, девушка, обращаясь к вам, как специалисту, спрашивает, вот познакомилась недавно с молодым человеком через интернет, и, дескать, он мне пригласил на свидание. Скажите, пожалуйста, как это свидание пройдет? И среди прочих выпадает вот такая карта. Вы говорите об этом девушке, но она уже самостоятельно принимает решение, насколько ее это испугает, этот выпавший ей шанс. Или все-таки она по-мужски так воспримет это: эх, была не была, один раз живем, пойду. А там будет что будет. Проявление по тузу жезлов бывает неожиданным, стремительным и достаточно бурным. И с приличиями тут дело обстоит через пень-колоду. Да, это такое мужское, мужланское такое. Разорвать майку на себе и ринуться в бой. Такой себе первобытный человек из пещеры. Вижу цель, как маг, не вижу препятствия. Я завоюю эту женщину, я покорю ее. Это огонь, который загорается в глазах у человека. Конечно, тут может быть и негативное прочтение, когда человек не имеет границы тормозов, но в целом, когда мы говорим о тузе вот в таком прямом значении, то это огромная страсть, огонь. Вспоминайте эти мультики с Томом и Джерри, когда в одной из серий он встретил такую замечательную белую пушистую кошечку. Как у него художники ярко изображают глаза, начинают так вот выскакивать из орбит в виде сердец. У него тут сердце колотится.
он начинает там и лапой стучать, и язык вываливается, и слюна течет. Куча таких вот образов, которые показывают мужчину, если хотите, в таком несколько животном перевоплощении, что он готов ради этой девочки на все. Он все сметет на своем пути, он дорвется до своей цели. Несколько лет назад случилось с собакой, которая жила с нами, а эта собака была девочка. Случилась история. Мы живем в частном доме, и вокруг все загорожено таким непроходимым забором. Так вот, нашелся кобелек такой, который обошел где-то забор, и он лист металлический отгибал своими зубами. А девочка эта стояла терпеливо и ждал, виляя хвостиком: когда же ты, рыцарь мой, сломаешь этот забор металлический ненавистный? Да придешь ко мне, дабы обладать мною. Вот это такое животное, что-то страстное, которое рвется наружу, для которого не существует препятствий. Я псину ту пытался отогнать всякими способами. «Уйди, человек, ты не понимаешь, что внутри меня делается. Я хочу эту прелестную красавицу с пушистым хвостом». Именно так она и выглядела, потому что это была порода хаски. Вот это такое мужское, страстное, что может показывать во взаимоотношениях между двумя близкими людьми. В реверсе, в негативном прочтении, первое, что приходит на ум, глядя особенно на классическую карту, что рука, которая протягивает вам этот шанс, вы, два варианта, либо отвергаете, либо вы хотите, может быть, чтобы ситуация так вот развивалась, но она по какой-то причине не готова. Как я уже говорил, да, снаружи и внутри. Это может быть наше что-то внутреннее, готовность либо неготовность. И внешние обстоятельства также, они могут либо быть уже готовы и нас к этому подталкивать, либо не готовы. Простой пример. В одном случае время пришло, а человек не готов. То есть как непринятие. Шанс уходит. Девушка лежит перед тобой обнаженная и ждет. А ты не готов. Оп! Не готов еще. Вот будет в перевернутом значении такое простое прочтение этого туза. И второй вариант. Еще не время, а человек готов. Завышенное ожидание в таком случае получается. Или, если хотите, поспешность. Штаны снять не успел, и все уже случилось. Вот так вот просто. Я понимаю, что такие несколько пошловатые примеры, но как об этом не сказать, если туз жезлов, он просто об этом намекает и говорит. Тем более, что, а это вы точно запомните. Вот такой вот у нас сегодня замечательный, яркий, мужской, огненный урок, посвященный не менее такой же яркой мужской и огненной карте. Это тот туз, который заставляет нас двигаться вперед, который заставляет нас достигать новых высот и вершин, крушить все на своем пути, не замечать никаких препятствий, преодолевать в себе все страхи, сомнения, идти напролом к своей цели. Это шанс, который, взяв в свою руку, это факел с олимпийским огнем. Мы не имеем права не дойти до финиша. Мы обязательно должны его донести и передать либо как эстафету, либо еще лучше зажечь этот большой огонь на всем стадионе. Я желаю вам, чтобы у вас эта карта, когда выпадает в виде шанса, не прошла мимо, чтобы вы непременно увидели ее, воспользовались, и чтобы она двигала вас вперед к новым высотам, к новым свершениям. Да, не забывайте при этом руководствоваться и разумом, и чувствами, эмоциями, не забывая о том, что вы не одни на этом белом свете. Это легко сделать в негативном прочтении, забыв обо всем, видя только свою эгоистичную цель. Пусть этот огонь, он будет несколько, если хотите, контролируемый вами.
чтобы вы его могли направить в нужное русло, как панурк, который не стал распыляться по сторонам, пробуя то одну женщину, то вторую, то третью. Нет, он направил в такое русло, что по дороге смог обрести и мудрость, и знание, и побороть многие страхи, оставив все это позади. И, наконец, поняв, что только от него зависит, и больше ни от кого, только от него, будет он счастлив или нет. Потому что он мужчина с большой буквы М. В нем есть огонь, который невозможно никак загасить и потушить. Этот огонь будет давать движение и жизнь не только ему, но и всем, кто рядом, и двигать вперед, и толкать его постоянно на новые и новые и новые свершения. Спасибо большое за то, что продолжаете меня смотреть, за то, что делитесь моими видео, за то, что пишите комментарии. Мне это очень приятно, я ценю и стараюсь отвечать на каждый из них. Это легко сделать, потому что их немного пока. Спасибо за то, что ставите лайки. Желаю вам удачи. До свидания.